Всем привет! Вы на канале Мехамозг, меня зовут Евгений. Друзья, недавно я выпустил видео, называется оно «Приспособление на токарный станок для протачивания многогранников». Популярное видео, приспособление очень полезное, серьезно расширяет возможности токарного станка, и возникла идея, почему бы не попробовать протачивать внутренние отверстия многогранные, или в данном случае я буду пробовать сверлить шестигранное отверстие. Так видео и называется. Проделана огромная работа. Не воспринимайте это видео как руководство к действию, а воспринимайте просто как эксперимент. Сразу хочу сказать, досмотрите видео до конца. Самое интересное будет в конце. Ну что ж, начну свое повествование. Доводилось мне уже сверлить квадрат, сверлом УАЦа, но там совсем другая технология, нужна направляющая, и все довольно сложно. Я же задумал все гораздо упростить и сделать сверло по принципу сверла УАЦа пятигранное. Буду сверлить шестигранник пятигранником. Сверлить будет всего один угол, остальные будут занижены, причем ступеньками. Вот можно видеть 3D-модель того, что я планирую выкатить. Сразу можно видеть приспособление. Очень полезное. Без этого приспособления вот такое вот сверло выточить бы я, конечно же, не смог. Материал, из которого я точу, мне неизвестен. Все, что могу сказать, найден на металлоломе кусок грифа от штанги. Сталь вроде как хорошая, марка стали неизвестна. Красивое получилось сверло. Закалку производил в воде. В дальнейшем процесс закалки показывать не буду, потому как эта модель сверла не последняя. Просьба набраться терпения. Углы стачивал элементарным смещением кулачков в патроне. Для чего это делал? Если не сточить углы, просто сверло нельзя будет подать вперед. И оно не будет работать. Принцип его работы, как я планирую, как мне хочется. Грубо говоря, скалывание материала углами заготовки. Не срезание, а больше сказать скалывание. Пришлось модернизировать приспособление, фрезерную головку заменить на патрон, для того, чтобы можно было устанавливать это, условно говоря, сверло. Можно видеть процесс работы данного сверла, его врезание в заготовку. Учитывая то, что там всего 1/10 срезана угла, а больше при всем желании я вперед его и не подам. Максимум на 0,4 мм. Недостаток данного принципа резания то, что он происходит циклами, то есть работает, как правило, один угол, и для того, чтобы полностью цикл прошел, необходимо, чтобы прошло 6 оборотов. Но с сыпучей бронзой все получилось. Можно видеть подобие шестигранника. Но я рано радовался, потому как это не шестигранник, а вот больше похоже на звездочку. Углы у него слегка выдаются в стороны. Для того, чтобы это устранить, я решил изготовить вторую модель сверла. Для того, чтобы шестигранник получился правильным, необходимо сверло с определенным скруглением стороны пятигранника. Смещение должно быть 38 мм. Просто в кулачках патрона такого смещения я достичь не могу, пришлось отливать заготовку для приспособления.
Данный способ сверления является экзотическим и не лишен недостатков. Один из недостатков — это то, что сверление происходит некими циклами. То есть происходит подача сверла вперед, а потом 6 оборотов. Потом снова подача, потом снова 6 оборотов. Из-за этого быстро сверлить не получается, к сожалению. Получился довольно правильный шестигранник, подтвердивший правильность моих расчетов. Но радость длилась недолго. Как выяснилось, этот способ подходит для материалов со стружкой, которая хорошо скалывается. По стали такой способ не годится. Сколько я не пробовал, ничего хорошего не получается. И даже вроде бы как мягкий алюминий тоже таким способом обрабатывать не получается. Решил я попробовать сделать еще одну модель сверла. В этот раз заточив ее на манер напильника, чтобы она, то есть оно, это сверло, могло стружку измельчать и дробить. Материал, на котором я решил испытать данное сверло, это алюминий. Пусть не смущает вас серый цвет. Это алюминиевый сплав моего собственного производства.
Конечно, пропилить или проточить, прогрызть шестигранник у меня получилось, но с большим трудом. Результат не радует. Вынужден признать, что идея с вот этими вот сверлами была неудачная. Эксперимент неудачный, и хоть чтобы как-то спасти положение, возникла у меня еще одна идея. Я думаю, что довольно-таки неплохая. Для ее реализации изготовил я вот такую вот фрезу нестандартную. И сейчас покажу, для чего она мне будет нужна. Раз уж у меня не получается в чистом виде просверлить шестигранник, я попробую снять максимальный объем металла, который необходимо снять для образования шестигранника, а все, что останется, продавить прошивкой. Продавить напрямую 27-й шестигранник на токарном станке не получится. Я в одном из своих видео показывал, как с трудом продавил 17-й шестигранник. Изготовить прошивку при помощи моего приспособления довольно-таки просто, ну или относительно просто. Материал прошивки обычный шестигранник. Функцию ротационной прошивной головки у меня будет выполнять то же самое мое приспособление. Его можно развернуть под небольшим углом, что и требуется, и продавить. Показываю я сейчас на алюминии. Почему? Потому что прошивка, что фреза сделаны из обычной стали, ну как, углеродистой, легированной, поддающейся закалке, но боюсь, что по стали оно может сразу выйти из строя. А изготавливал я его довольно долго. Хотя бы таким образом технический процесс, технологический, будет виден и понятен. Получился шестигранник. С алюминием справился, посмотрим, как со сталью. А в процессе выяснилась одна интересная штуковина. Сейчас покажу. Если профрезероваться поглубже, вот такой цветочек красивый получается. Потом провернуть заготовку на 1/12 от ее окружности и снять немножко меньше материала от заготовки. В результате получается готовая головка. Причем, если придать усилия на шестигранник, нагрузка будет на центр грани идти, что очень даже полезно. Есть даже такие головки, которые не на угол шестигранника давят, а именно на середину. Ну что ж, пришло время, наступил момент истины, попробовать продавить таким образом, просверлить, продавить шестигранник в стальном вот таком блинчике. Для меня весьма удивительно, но никоим образом не пострадала фреза. Есть на моем канале видео по изготовлению ротационной прошивной головки, которая устанавливается в феноле задней бабки токарного станка. Пробовал я ее здесь использовать, но прошивка проскальзывает, уходит в сторону, а вот это вот приспособление не дает прошивке уходить в сторону. И получается очень даже хорошо получается, в общем. Нагрузка была не такая уж и большая, как мне казалось. Прошивка тоже не сильно-то и пострадала, что удивительно. Ну вот, собственно, и все, что я хотел показать и рассказать. Нет, еще вот о чем хотел сказать. Недавно была проведена премия «Лучший блогер DIY», учрежденная магазином «Все инструменты». Я был представлен в номинации
самоделки и лайфхаки и занял 2 место. Очень достойный результат, и от всей души хотел бы поблагодарить всех, кто за меня голосовал. Большое спасибо, друзья. На этом видео завершаю. Кому понравилось, не забудьте поставить лайк. Кто не подписан, обязательно подпишитесь. Еще много разных идей. С этим приспособлением можно пытаться сверлить квадрат, нарезать коническую резьбу. Еще очень много разных идей. Чтобы ничего интересного не пропустить, обязательно подпишитесь. Всем творческих успехов. До новых встреч.